Всем привет! Привет! С вами Moscow Dears, и это экстренный выпуск. Потому что именно сейчас, в эту самую минуту, мы зашли сюда в кафе, чтобы рассказать вам о прекрасной новости. Только что закончились съемки «Вечернего Урганта». Да. И Димаш был музыкальным гостем. Он спел песню «Знай», а еще мы получили ему подарок. А как это происходило, вы увидите в нашем сюжете. Смотрите! Здравствуйте. Привет. Здрасте. Привет, привет. Привет, привет, привет. Знакомые лица. Ну и главное сегодня знакомое лицо, это, конечно же, Иван Ургант, в гости к которому мы пришли. Не плачь. Мы снова на вечернем Урганте. Вот, Да, именно так. наши товарищи Moscow Dears, конечно же, здесь. Это первое. Второе. Первая дверь справа — это женский туалет. В самом-самом конце. Вот мы наконец-таки и добрались. Место событий. Место событий. Именно здесь будет происходить сегодня запись вечернего шоу Ивана Урганта. Да, кстати говоря, мы уже были на первом выпуске, когда приходил Димаш. В октябре, да, мы Да. Было классно, хорошо, весело. И, наверное, одно из лучших шоу. Да, на котором приятно участвовать в съемке. Очень живое. Очень живое, интересное шоу. Да? Мы на самом деле очень ждем этот выпуск, и не просто так, он сольный, он должен петь. Поэтому мы прям терпим. И никто не знает, какую песню можно угадывать и предполагать. У кого какие версии? Я думаю, это будет пассион. А я думаю, может, это будет там, где живет любовь. А твои версии? Мне кажется, это будет, я не знаю. Ну, может быть, любовь тогда старших должна лебедей, потому что это самая популярная версия. Может быть, знай, потому что на нее есть даже клип недавно сняли. Или, может быть, любое. Совершенно любой вариант. Но мне кажется, это будет на русском языке, скорее всего. Да, я тоже думаю, что это будет на русском языке. Может, так что ждем. Я не знаю, может быть. Скрининг? Скрининг, например, да. В общем, Лейдаун, кстати, каждый прям. раз это загадка. Лейдаун я бы прям с удовольствием. Может быть. Но танцевать будет нельзя, ну, как-то подвигать плечами. А где она? Да. Это можно будет. Понятно. Да, все. К сожалению, внутри снимать нельзя, поэтому все узнаем, как обычно, с Суми. И если хотите посмотреть наш первый выпуск, то он есть на нашем канале Moscow Dears, на канале Владимира К. Я думаю, мы оставим какую-то ссылочку В описании. Если вы хотите, да, посмотреть, что было в первый раз, как все происходило, потому что в конце, это будет небольшой спойлер, но мы кое-кого встретили. Так, случайно, мимо проходили. Да, так случилось. Вот. Поэтому до скорых встреч. Я бы хотела пассион. Пассионы все хотели. Если вы видели наши фанкамы, то из Краснодара, там просто волшебные были декорации, волшебное было исполнение. Так, кстати, можете посмотреть наши фанкамы. Мы уже посмотрели. Мы всю ночь не спали. Смотрели. Пати. Я надеюсь, это не влог. Это он самый. Может быть. Снова мы все те же в том же месте. Шепотом девочка. Мы не разрешили кричать, мы шепотом.
Потом вас всех прекрасно все делаете. Мы этого маленького Димаш. Не напирай меня. Там еще письмо нужно, чтобы обязательно вы прочли. Хорошо? Это так, а подарок кто возьмет? Я возьму. Очень рад, может, ссылки сейчас? Димаш, можно? Мы от лица Moscow Dears хотим поздравить тебя с началом триумфального концертного тура, пожелать удачи в дальнейших концертах и всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Димаш. Любим очень. Очень тебя любим. Ты лучший. Лучший красавчик. Димаш, как вы пели сегодня? Как вы сегодня пели? Это просто было сказочно. Сказочно. Спасибо вам большое. Ой. Класс. Чудесно, просто чудесно. Дирс, как всегда, очень тепло и радостно встретили Димаша. А Димаш, в свою очередь, дал автографы и тоже был очень доволен встречей с нами. Конечно. Сегодня случилось важное мероприятие, пресс-конференция, совместная пресс-конференция Игоря Крутого и Димаша, на которой мы отвечали на вопросы. У нас в руках оказались эксклюзивные кадры, и мы готовы их вам показать. Уважаемые господа, у нас... Димаш, расскажите, пожалуйста, немножко о концерте, что вы готовите для Москвы, может быть, есть какие-то премьеры или что-то интересное? Программа называется «Арнал». Мы уже давали несколько концертов в других странах. И в Америке, на Большом стадионе, в Нью-Йорке. Теперь готовимся к тому, чтобы произвести впечатление москвичам. Это будет мой второй сольный концерт в Москве, но первый большой стадионный концерт. До этого, да, Игорь Яковлевич хорошо помнит, в Кремле было 2 концерта, и каждый мой выход на сцену — это для меня как большой экзамен. Шоу. Оно же уже было в Америке, вы показывали его. Будет ли что-то другое для России? Да, отличается. Спецэффекты другие, и репертуар тоже другой. Ну, есть обновление. Я просто считаю, что Димаш в кроссовере номер 1 может стать в мире, а в чем-то ужасном. Потому что молодой парень, красивый, интересный вокал, с такими верхними нотами, с такими низами, и это интересно. Ну, конечно, он молодой человек, ему 25 лет, уже человек. Ему хочется попсу петь, ему хочется танцевальную песню. Здесь быть первым, после того, как на рынке существовали Майкл Джексон и такая западная вся эта индустрия, очень сложно. Но он хочет, он всеобъемлющий, хочет захватить, попробовать. Честно говоря, вот за последние 4 года у меня не было такого, что 2 недели подряд я ничего не делал. Такого не было. Что... И, наверное, после турне, по окончании тура, наверное, я все-таки возьму какой-нибудь отпуск с пацанами. Но я, в принципе, не жалуюсь, потому что я не представляю свою жизнь без своей творческой деятельности. И хоть и иногда немного устаешь физически, но через день, через другой, мне самому уже не хватает этого. И мне самому уже охота побыстрее поработать, показать людям новые продукты и выступить на сцене. В этом плане мы действительно всегда говорим, надо отдыхать, постоянно побольше уделять на себя внимание.
Ну, постоянно человек любит работать в студии со своей командой, и они там находят вдохновение. Проснулся в студию, из студии домой, поспал, опять в студию. Вот так на протяжении концерта. Вы про меня, извините, вы про меня говорите, я просто прекрасно знаю, как Игорь Яковлевич работает. Мы с ним практически каждый день созваниваемся, и человек уже на сцене проделал столько работы, но, несмотря на это, до сих пор работает сильно на максимуме, и это очень вдохновляет. И на личном примере Игорь Яковлевич показывает, как надо работать вообще. Игорь Яковлевич как ночью позвонит в студию на разных континентах. Я сочинил песню, показывают, и мы все радуемся. И плохой мелодии никогда не встречалось, какой Игорь Яковлевич сейчас получать. Но мы сейчас готовим. Вот это, кстати, песня мне очень нравится. Ну, разрешите, Димаша, да. То, что я видел, это от 10 до 80. Ну, я не знаю, на что меня так скажем, полюбили. Но я просто стараюсь быть максимально честным, максимально искренним. И я до сих пор перед каждым выходом на сцену до сих пор переживаю. Ничего не меняется, просто меняется программа, репертуар. В основном песни, сочиненные Игорем Яковлевичем, они остаются у меня в программе, потому что без них уже не обойтись, потому что народ просит, люди просят, и каждый раз на концерте, как только мы начинаем петь песню «Любовь уставших лебедей» или песню «СОС» Сэм Сингера, люди прям видно, что они ждут целый вечер вот эти песни, и очень приятно. Все-таки вот вы, выступая, да, в зале, да, глядя на публику, кого вы там замечаете, наверняка ваш взгляд там выцепляет каких-то людей. Это действительно то, что рассказывает Игорь Яковлевич, от 10 до 80, да? И кого, скажем так, самых молодых и самых зрелых людей вы видите? Несмотря на то, что у меня со зрением небольшие проблемы, у меня минус 3, но я со сцены вижу всех. Со сцены вижу каждое лицо, пытаюсь уловить каждые эмоции людей. И я, кстати, заметил, что в России предпочитатели моего творчества, они в основном люди среднего возраста, и молодые, и взрослые. А вот в Китае по большей части молодые и среднего возраста. Ну, взрослые тоже встречаются, но это говорит о том, что в музыке, как и в любви, все возрасты покорны. Видели последнее видео, достаточно вирусное, из Краснодара, с вашего концерта? Какой-то мужчина настолько растанцевался, что прочувствовал в себе лебеди, как мы писали там поклонники. Вы видели это видео? Какова ваша реакция? Я только вчера его увидел. Блин, я, кажется, стал большим фанатом этого человека. От всей души хочу поблагодарить его за ваш перформанс. Это очень дорого стоит. Мне очень понравилось, честно. А вы так танцуете? Нет. Честно говоря, то, что я на сцене проделываю некоторые хореографические движения, это мне с большим трудом удается. Я вообще не раскрываешь фигуры. Да, но я вообще не танцующий человек, и так как станцевал он, я вряд ли станцевал. Знаете, я благодарен своим слушателям и предпочитателям моего творчества за то, что они показывают, как надо на самом деле любить музыку. Я сейчас не к тому, что я делаю прям, что я пою очень хорошо, но я не к этому. Я к тому, что они показывают на своем личном примере, что в музыке нету границ вообще никаких. Они никогда раньше не встречаясь, допустим, если у меня концерт в каком-то городе, могут прилететь другие зарубежные фанаты, и они встречаются, как будто они уже давние друзья, давние родственники. И в этом плане хочется сказать, что нет плохой нации, и мы всегда должны жить как большая одна семья. И я
искренне переживаю за всех моих китайских дирс и хочу, чтобы все у них было хорошо. Моя самая большая мечта сделать какой-нибудь хит на казахском языке. И когда-то Psy смог это сделать. Вот. До этого, несмотря на бешеную популярность кей-поп индустрии, никто не смог сделать так, чтобы весь мир пел на корейском языке. Чтобы абсолютно все, не только молодежь, но и взрослые люди тоже. И потом бац, как-то мы все начали подпевать там «Надо и да, Саропа и даже Опа Gangnam Style». Оно так сильно залетело, что даже в Казахстане, я когда жил в Актубе, не мегаполис, в Актубе мы все пели. Представляете, какая популярность? В Америке все пели. Того, что музыка не имеет границ. Язык Тур «Арнау» в самом разгаре. И прошел концерт в Краснодаре, где побывали наши девочки и сняли замечательные фанкамы. Надеюсь, вы их уже видели. Такое событие просто невозможно было пропустить. Во-первых, прекрасный город Краснодар, в котором лично я ни разу не была. И не поехать туда было просто невозможно. Конечно же, мы погуляли по городу, посмотрели на людей, на достопримечательности, в ожидании концерта вечером, баскетбол. И сняли небольшой репортаж, который вы сейчас увидите о прекрасном городе и о концерте. Конечно же, не обойдется без фанкамов, которые вы так любите, и наших фотографий. Поэтому все фанкамы на нашем сайте YouTube и Moscow Dirs, конечно же. И помимо этого, фотографии ищите на ЕК и Moscow Dirs в Инстаграме. А еще вы можете увидеть в том, насколько, как изменилась программа концерта, как все было здорово в Краснодаре. Вы еще успеете купить билеты на концерты в других городах. Ссылки на всех официальных продавцов билетов мы оставим в описании к этому видео. А пойти туда нужно обязательно, хотя бы по той причине, что концерт действительно шикарный. Мы были уже на многих и были на Арнау, кстати, в Казахстане. И знаете что? Это вообще все по-другому. Казалось бы, да, название то же самое, мы ожидаем увидеть абсолютно точно такой же под копирку сделанный концерт, но там все иначе. Другой репертуар, другие декорации, другая хореография, танцоры, другое освещение, все другое. Поэтому, если вы были в Казахстане, в Нур-Султане на концерте, о, я Арнау увидел, неинтересно. Не-а. Идите обязательно, смотрите и наслаждайтесь музыкой, любуйтесь и мир. Неизменно только одно, Димаш, поэтому приходите. Да, и, конечно, человек выкладывается на все 100. Невозможно насмотреться и наслушаться, правда. Ой, что это такое? Что это? Кто это? Айстивец, Димаш, баскет-холл, 16 февраля, голос сенсация. Стоит пойти.
Краснодар Баскет Холл представляет концерт Димаша Кудайбергена. В ожидании концерта. Народ собирается. Мы сейчас находимся на площадке Баскет Холл в Краснодаре, и сегодня будет проходить концерт Димаша. И вы посмотрите, люди прибывают. Нас, правда, еще не запускают, еще слишком рано, но все приезжают пораньше, чтобы пообщаться, познакомиться, поговорить. Раздать сердечки, это очень важно. Мы, кстати, уже встретили парочку, которые раздают сердечки, это замечательно. Да. Тут, правда, холодно, холодный ветер к вечеру поднялся, но настроение отличное, мы ждем концерта. Ждут его все. Хотя погода сегодня целый день радовала, только под вечер, когда солнышко стало опускаться, и вот за нашими спинами закат, стало, становиться действительно прохладно, ветрено, зябко, но тем не менее у всех отличное настроение, и все ждут 19:00 и начала концерта. Солнечный Краснодар встретил наших девочек очень тепло. Мы еще раз напоминаем, покупайте билеты у официальных распространителей. Ice Tickets в России.
и ряд организаторов в других странах. Мы все ссылки оставим в описании. Покупайте билеты только по этим ссылкам. Не покупайте билеты у мошенников, иначе вы рискуете оказаться за бортом шоу. А этого ни в коем случае не допускать И не увидеть. На этом наш экстренный выпуск заканчивается. Мы хотим с вами попрощаться. До новых встреч. Пока-пока. Следите за новостями. Вы знаете, где нас искать. И Moscow Dears. Да. Спасибо. Пока. Пока.